У кого из знаменитых ученых, изобретателей, художников, предпринимателей и спортсменов день рождения 21 марта? 21 марта 1980 года родился Рональдиньо, знаменитый футболист. Он стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 2002 году. В 1967 родился Максим Реалити, голос прославленной английской группы Prodigy. Prodigy– пионеры жанра биг-бит. В этом же году родился Юнос Петер Бергрен, один из основателей шведской группы Ace of Base. Его голос можно услышать в легендарной песне Happy Nation и нескольких других. Кроме того, Юнос написал большинство песен группы. 1967 год получился музыкальным. Сразу два знаменитых артиста. Великий бразильский автогонщик Айртон Сена да Силва родился 21 марта 1960 года. Он трижды становился чемпионом мира Формулы-1. Считается, что в Формуле-1 гонки в дождевых условиях выравнивают шансы участников. Скорости сильно уменьшаются, и преимущество более мощного мотора или лучшей аэродинамики нивелируется. Однако Айртон Сена именно в этих условиях не раз демонстрировал большое преимущество над другими гонщиками. За это журналисты и болельщики дали Сене прозвище «Человек дождя». 21 марта 1932 года родился Уолтер Гилберт, американский физик и биохимик. Он получил Нобелевскую премию по химии за метод секвенирования ДНК. Секвенирование ДНК– это определение записанной в ней информации, а ДНК– это такая огромная молекула, находящаяся в клетках организма и содержащая информацию о том, как ему функционировать и расти. 21 марта 1904 родился Форест Эдвард Марс, американский предприниматель. Он придумал такие известные и очень вкусные продукты, как шоколадки Марс, Баунти, Твикс, конфеты M&M's и не только. Что бы вы выбрали, Марс, Баунти или Твикс? 21 марта 1839 года родился Модест Петрович Мусоргский, знаменитый русский композитор. Его портрет висит в Большом зале Московской консерватории. Им заменили портрет Генделя в 1953 году, чтобы увеличить количество отечественных композиторов. 21 марта 1825 родился Александр Федорович Можайский, русский изобретатель. Он пытался создать самолет. А в 1768 году родился Жан-Батист Жозеф Фурье, французский математик и физик. Он доказал теорему о числе действительных корней алгебраического уравнения, лежащих между данными пределами. Теперь мы называем ее теоремой Фурье. Он доказал, что всякую произвольно начерченную линию, составленную из отрезков дуг разных кривых, можно представить единым аналитическим выражением. Изучая теплопроводность, Фурье разработал метод представления функций в виде тригонометрических рядов, названных рядами Фурье. Сегодня этот метод лежит в основе кучи полезных вещей вокруг нас. Например, мобильная связь, LTE, Wi-Fi, MRT, JPEG, MP3. Получается, что подавляющее большинство из нас пользуются плодами открытия Фурье каждый день, много раз в день. Интересно, что Гаусс использовал усовершенствованное преобразование Фурье еще за пару лет до публикации самого Фурье, но, к сожалению, не опубликовал. Так это драгоценное открытие и лежало в собрании работ Гаусса, пока не было независимо получено другими учеными спустя 1,5 века.